Огненная концовка в матче Ньюкасла и Милана. Главный кандидат на смену Тен Хага. Перестройка в Баварии. Возвращение Де Хеа. Обо всем этом и многом другом вы узнаете в этом ролике. А перед его началом я хотел бы сказать, что у меня есть группа ВКонтакте и телеграм-канал, в которых выходят актуальные новости из мира футбола. Ссылки на них вы сможете найти в описании к этому ролику. Испанский специалист Хулиан Лопетеги может стать следующим тренером МЮ. Об этом сообщила Релева. Сейчас Юнайтед под руководством Тен Хага занимает 6-е место в АПЛ, набрав 27 очков за 16 матчей, а также уже завершил европейскую кампанию на этот сезон. Хулиан Лопетеги остался без клуба, когда покинул Вулверхэмптон в августе 2023 года из-за разногласий с руководством Волков. Руководство Красных Дьяволов со своей стороны ценит работу, которую Хулиан проделал в Вулверхэмптоне, его владение языком, знание премьер-лиги, а также опыт работы в Европе. Это ставит его впереди других вариантов, среди которых упоминаются Зинедин Зидан, Грэм Поттер и Де Зерби. Боссы Баварии считают, что команде не хватает лидеров и готовят перестройку. Как отмечает Спортбилд, руководство мюнхенского клуба после поражения от Айнтрахта пришло к выводу о том, что команде не хватает лидеров. Их мнение не изменилось даже после победы над МЮ в Лиге Чемпионов. Боссы полагают, что лидерами Баварии можно считать только Мануэля Нойера и Томаса Мюллера, которые уже близки к завершению карьеры, и считают, что в нынешнем составе нет игроков, которые смогут равноценно их заменить. В связи с этим, по окончании сезона Бавария готова рассмотреть вариант с продажей Йозуа Кимиха, Леона Горецки, Сержа Гнабри и Альфонсо Дэвиса. Будущее Горецки обсуждалось еще прошлым летом, однако игрок категорически отказался уходить. Боссы Баварии надеялись, что новыми лидерами команды станут Леон и Йозуа, но и сейчас они разочарованы в этих игроках. Отмечается, что немецкая команда находится в поиске нового надежного защитника, который станет лидером обороны. С этим связан интерес к Рональду Араухо из Барселоны. Томас Тухель недавно звонил ему, чтобы обсудить возможный трансфер. В телефонном разговоре в пятницу Тухель сказал ему, что он в первую очередь подходит для использования в качестве центр-бэка, а иногда также в качестве правого защитника, написал Флориан Плеттенберг. По данным Daily Express, бывший вратарь Манчестер Юнайтед Давид Де Хеа был бы очень заинтересован в переходе в Ньюкасл, даже по краткосрочному контракту в январское трансферное окно. 33-летний испанец остается без клуба с тех пор, как минувшим летом покинул Олд Траффорд, поэтому будет доступен в качестве свободного агента. Сороки заинтересованы в его подписании на фоне эпидемии травм. Обвиняемый по делу об избиении турецкого футбольного арбитра, президент клуба Анкарагюджу Фарук Каджа может получить 9-летний тюремный срок. Согласно Уголовному кодексу Турции, умышленное причинение вреда здоровью лицу, выполняющему государственный долг, наказывается тюремным заключением сроком до 4,5 лет. В положении, включенном в закон о предотвращении насилия и нарушений в спорте, говорится, что наказание, которое должно быть назначено согласно соответствующей статье Уголовного кодекса Турции, увеличивается вдвое. В этом случае Каджа может быть приговорен к тюремному заключению на срок до 9 лет в общей сложности. Челси планирует заключать 8-летние контракты, несмотря на решения клубов АПЛ. Ранее стало известно, что 15 из 20 клубов АПЛ, включая Челси, проголосовали за ограничение амортизации трансферов до 5 лет. Как пишет The Telegraph, в ходе встречи представителей клубов Челси упрямо настаивал на том, что планирует заключать 8-летние контракты, несмотря на то, что клубы премьер-лиги проголосовали за закрытие лазейки, которая позволяла им распределять трансферные выплаты на срок более 5 лет.
Понимая, что голосование пройдет успешно, Челси присоединился к ним и стал одним из клубов, проголосовавших за закрытие лазейки. Но их попытка отменить результаты голосования задним числом провалилась. Клубы по-прежнему смогут заключать контракты на срок более 5 лет, но амортизация будет распределяться лишь на первые 5 лет контракта, в соответствии с решением УЕФА, принятым летом. Это означает, что больше нет никакой финансовой выгоды в предоставлении игрокам 8-летних контрактов вместо 5. Но Челси не преклонен и собирается продолжать подписывать игроков, которых в клубе называют элитными молодыми талантами, на длительный срок. В Челси убеждены, что над клубом нет угрозы нарушения правил финансового фейерплей. Источники в Челси сообщают, что клуб соответствующим образом подготовился к изменению правил амортизации в АПЛ. Это отчасти объясняет, почему Челси согласился с результатами голосования и поддержал ограничение амортизации трансферов до 5 лет. Английский Тоттенхэм готов выплатить испанской Жироне отступные за Виктора Цыганкова в зимнее трансферное окно. Отмечается, что сумма составит 30 миллионов евро. До перехода в Жирону в январе 23-го футболист выступал за киевское «Динамо». Он дебютировал в Ла Лиге 5 февраля в матче с Валенсией. В нынешнем сезоне испанской премьеры Виктор провел 14 матчей, в которых отметился 3 забитыми мячами и 3 результативными передачами. Милан обыграл в гостях Ньюкасл в 6-м туре Лиги Чемпионов. Английский клуб открыл счет на 33-й минуте благодаря голу Жоэ Линтона. Итальянцы отыгрались и вырвали победу во втором тайме. Кристиан Пулишич забил на 59-й минуте, а Самуэль Чуквуэзе на 84-й. По итогам группового этапа команда Стефано Пиоли набрала 8 баллов и заняла 3-е место в группе F. Весной миланцы выступят в плей-офф Лиги Европы, а Ньюкасл занял последнюю строчку и вылетел из Еврокубков. А в параллельной игре группы F ПСЖ сыграл в ничью с дортмундской Боруссией 1-1. Карим Адейеми открыл счет на 51-й минуте игры. Уоррен Заир-Эмери сравнял счет на 56-й. Такой исход позволил парижанам выйти в плей-офф Лиги Чемпионов со 2-го места. Результаты остальных матчей находятся на вашем экране.